смотреть. Речушка, речушечка, река. Ну вот туда можно и фидер ложить, в принципе, при большом... Что там у меня? О, уже кто лазить. Лосиная вша, прикиньте. Всем привет! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Нафорсили, наездили, насмотрели мест на вот этой вот прекрасной реке, закат на которой мы сейчас можем наблюдать. Это река Щара. И выбрала вот такое вот дикое место для того, чтобы установиться здесь с ночевкой, порыбачить на закидушки, может быть, фидер и, конечно, спиннинг. Почему выбор пал на эту поляну? Потому что она уединенная с обеих сторон, с одной и со второй. Здесь есть хоть какое-то кострище, немножко вытоптана трава. Кроме того, вот здесь вот есть местечко неплохое для того, чтобы забрасываться на фидерок. Есть немножко мусора. Есть комары и пока лосиные клещи. Но мы сейчас лося напугаем, он отсюда убежит. Я даже слышала, как он кричал. Для того, чтобы максимально защититься от комаров, а их сейчас здесь очень много. Многие считают, что если пришла осень, то комаров нет. Есть. Вообще, ребята, блин, их тут... Развешу вот такие вот спиральки возле своей поляны. Просто втыркаю палки в землю, где получается, и вешаю спиральки, потому что комаров очень много. Ну и надо будет запустить, конечно, термоцел. Плюс я обшикиваюсь вот средством. Вот так вот уже горят спиральки. Вот так вот здесь еще термоцел стоит. Место просто наидичайшее. Здесь есть рядом населенные пункты, но видно, что не так уж часто сюда ездят. И, скорее всего, когда начинаются дожди, сюда даже во многие места, где мы проезжали, где мы смотрели, невозможно заехать. Собираю удилки. Закидушку поставлю с кормушкой. Вот такой вот, чтобы можно было, если что, корм туда забить, если вдруг мне захочется заделать. И все. Сделала отводик под поводок. Сейчас сделаю поводочек и забрасываюсь. Самая универсальная наживка — это червячок, для того, чтобы проверить, есть ли какая-то рыба, где вы остановились, или нет. Взялся. Все, он взялся. Дерево сухое, супер. Самое главное на новом месте — распалить костер. Итак, моя первая рыба, которая мне здесь попалась, это вот такая вот небольшая густера, которая клюнула на червячка с опарышем. Я могла бы, наверное, не радоваться, если бы это был ёрш или что-нибудь еще, но то, что здесь есть хоть какая-то рыба, это уже просто невероятно круто. Поэтому я снова ставлю червячка и забрасываюсь. Беру навозного червячка и закрываю опариком. Бросаю недалеко от этого дерева. Что-то побольше. Опа! На червячка, ребят, смотрите, какая красота. Прям оранжевая вся. Прям оранжевая разом. Смотри, она что, с едем дружит? Или она такая жирненькая становится на зиму? Ребят, смотрите. На червячка, закрытого опарышем. Супер. Совсем маленький крючочек, посмотрите. Вот такая вот красота. И, конечно, я ее отпускаю. Как у любого настоящего рыбака, у меня с собой есть целый цыпленок на 2 килограмма веса. Поэтому рыбу я что делаю? Конечно, отпускаю. Пошла. Снова навозный червячок. Из-под берега, ребят. Довольно недалеко из-под берега она взяла. Я придерживаюсь принципа: чем больше наживка, тем больше рыбы. Обязательно ставлю колокольчик, который сигнализирует мне о поклевке.
тут только не ревет. Вот серьезно вам говорю. Сейчас ревут эти козочки простые. До этого то ли лось, то ли медведь, непонятно. Солененький огуречек. Раз. Солененький огуречек. Ой, у меня аж слюнка потекла. Чувствуется, что уже началась осень, уже не так жарко по ночам, уже по ночам прохладно. Со всех сторон кричат какие-то. О, кто это у нас тут? Пару густерок, пару ершей. Рыбка есть. Хоть какая-то. Это уже хорошо. Так, на червячка с опарышем. Оп. Кто это? Густерина опять очередная. Смотрите, какая хорошая. Вот такая. Слушайте, но она тут такая красивая, такого интересного золотистого цвета. Иди, малая. Класс. Огонек. Еще одна густерка. С того места, где был ёрш. А что это у меня здесь? А это у меня вот такая вот курочка. Цыпленочек, понимаете? Это цыпленок. 2 килограмма весом. Эта сторона у нее точно готова. Сейчас повернем, узнаем, готова ли эта сторона. Готово. Готово. Просто нечто получилось. Курочка приготовилась. Остается ее только разобрать по частям, можно так сказать. Уху! Рамса, смотри, здесь еще и плотвичка есть, зай. Вот, смотри. Красивая плотвичка на 2 червячка. На большой крючок. Засеклась вот такая малышка. И пробую то, что я сделала, то, что ждала целый вечер. Это курочка. Какая сочная. Десертик и пойду спать. Мог подумать. Я даже не слышала, что была... На ночи была сработка, но мы не вышли. Смотрите, какая красота попалась. Какая густера утренняя. На 2 червячков. Красивая, очень чистая рыба, которую отпускаю, конечно. Хоп. У меня стоит огромный крючок. Я думаю, только благодаря этому она засеклась. Ну и рыба жалует здесь обыкновенного навозного червя. Благодаря тому, что я забросила закидушки, мне удалось определить, что здесь рыбка стоит ближе к береговой линии, ближе к траве.
Я чувствую, будет так. Начну кормить, ловить на фидер, сразу рыба пропадет. О. В прошлый раз на клипсе рвалась именно вот эта вот плетенка. Значит, я плохо обработала клипсу, и сейчас, чтобы не портить снасть и не терять ее там и не оставлять с лески, я вот, смотрите, видите, пообрабатывала. Все собрано, монтаж готов. Теперь можно привязать поводок, забросить так, как есть. Да, Рамс, и сделать корм. Ночью мне удалось понять, что рыбка любит здесь червячка, которого я закрывала опарышем. И даже на опарыша поклевывала. Была густера и была плотва. Пока еще у нас с вами не глубокая осень, еще вода теплая, можно пробовать ловить на кукурузу. Тем более, что на кукурузу могут попасться и такие рыбы, как ясь, голавль, елец, плотва, густера и даже подлещик. Самая нужная вещь это что? Конечно, туалет, ёксельный туалет. Хоп. Такая вот плотва клюнула на кукурузу с мотылем. Поклевка просто невероятно классная. Супер, отпускаю. И жду, конечно, еще какую-нибудь рыбешку хорошую. Сегодня ставили сигнализации. Почему? Потому что место максимально дикое, и ночью сигнализация сработала. Только не так. Это сигнал оповещения того, что к поляне кто-то приближается. А прям настоящая сигнализация сработала. Пришлось выходить из палатки и стрелять из сигнала охотника, потому что вокруг бегают лоси, дикие животные, непонятно кто. Вроде бы и не лес, но здесь такой кустарник, такая болотистая местность, что... Было немножко страшновато, но спали как убитые, потому что хлопнули на ночь этих перафлю и на боковой вообще спалось очень хорошо. Вот так, ребят, выглядит моя полянка. Вообще просто, посмотрите, какой огонек, какая она просторная, какая она, знаете, уютная, можно так сказать. Слава богу, что кто-то здесь выходил всю эту траву. Вот здесь вот поодаль от шатра поставила я туалет. Здесь стоит мой шатер. Вот здесь у людей было кострище. И здесь у людей было кострище. Вот здесь вот, я не знаю, кто-то что-то выпаливал. Здесь чья-то нора была. Ну, мне кажется, ребят, может, осы какие-нибудь. Сейчас подняли вот это вот большое окно. Здесь пёсель отдыхает, ему хорошо. Специально, ребят, подняла, для того, чтобы собака легла. Потому что у собаки проблемы с позвоночником, там что-то, короче, по возрасту ему уже положено лежать на мягком, тепленьком, удобненьком, и нужно о нем заботиться. Хочу попробовать надеть вейдерсы и перейти на ту сторону реки, потому что с этой стороны не знаю, как пойти гулять со спиннингом.
ребят, новая палочка. Это спиннинг Orion CF, которым я собираюсь сегодня ловить здесь на реке какими-нибудь вертушечками, либо воблерами. Спиннинг с экстра быстрым строем. Тест у него 6,21 грамм, рост у него 244 сантиметра. Спиннинг совсем новый, очень легкий, максимально просто. У него крутая фурнитура Fuji. Мы делаем его распаковочку непосредственную. Палочка совсем новая, это новинка. Надо ее как-то вскрыть. Вот здесь такая ха-ха-ха штучечка, штукенция. Все, целки больше нет. О, написано даже Fuji. Fuji. Везде написано неопренчик. Ты любишь обниматься? Любишь обниматься? Любишь? У меня 2 страдика. Один со шпулей 2500. Это для того, чтобы с ультралайтом ходить. И второй это вот этот вот, это для рыбалки на более крупную рыбу и более крупные приманки. Эта палка, она очень легкая. Она очень легкая. Она весит меньше 90 грамм, ребята. Прикиньте. Пипец, меньше 90 грамм. Это вообще, если просто об этом подумать. Ребята, уже в траве почти стояла. Вот наконец-то клюнула какая-то рыбешка. Красота какая. На кукурузку клюнула вот такая вот плотычка. Ой, как класс. Какой класс, а? Смотрите. Только что лодочник проплыл. Несмотря на то, что здесь коряги и все дела. Значит, здесь не так мелко, как я полагала. Есть, ребят. Есть какая-то рыбка. На кукурузу с... Просто кукурузу. Или мотыля, я не помню сейчас. Я уже забыла, подела я или нет. И это у нас густера уже на этот раз. Вот такая. Кто супермодник? Я. Я супер Рэмбо. Я иду куда? Я иду пробовать ловить хищника. Слушайте, ну, какой-нибудь каких штук 6 вот таких и поджарить бы, а? Или щучку, а? Я бы с удовольствием. Ну, как вы думаете? Это река. Это река, которая впадает в реку Щара. И вот здесь вот такое вот интересное место. Сейчас попробуем его обловить. Есть, ребятки. Блин! Окунь хотела съесть. Есть. Прошла. Короче, ребят, вот залезла по дереву, обратно тоже смогу вернуться. Опача! Кто молодец? Я молодец. Я хоть смогу нормально побросать. Вы посмотрите. Ой, посмотрите, какая красота. Просто невероятная, а. Течение вот здесь просто пипец какое сильное. Там, где... Обалдеть. Обалдеть. Пытаюсь перебраться, ребят, сейчас вот на эту сторону. Ракушечка даже какая-то есть. Но вот если что, буду просто знать, куда мне в последующем выходить. Ну, я так могу сказать. Немного страшновато. Почему? Потому что здесь... Сейчас вот проверю, глубина какая. О, видите, как я заглубляюсь? Ну, такое все ощущение не очень приятное, поэтому я сейчас вот отсюда выхожу на береговую линию и буду пытаться вот здесь просто идти по траве.
Очень интересные места, ребят. Куча травы, постоянно меняется рельеф. Ну, такие как барханчики, знаете. За такими горочками может стоять рыба. Малька здесь хватает. Я не знаю, что мне нужно такого сделать, чтобы ее заставить клюнуть, но я что-нибудь попробую. Мне нравится, что спиннинг длинный, понимаете, я могу обвести где-то, как-то вытянуть руки, нормально проводку сделать. А не так, что бросил, и потом уже не вытянешь приманку ни из травы, ни откуда. А тут все четенько, раз. Самое интересное, что спиннинг на ура справляется не только с приманками своей весовой категории, но и меньше, чем заявлено. И только-только забросила и сразу поклевочка. Блин, как классно она чувствуется, что идет, а? Рыбка. И рыба небольшая, блин, какая-то. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Окунек простой, ребята, или что-то у меня. Ну, а чувствуется вообще просто огонь, поклевушка. И завязал, несмотря на быстрый строй. Такую маленькую рыбу он смог завязать. Вот такая красота у меня клюнула. Поставила телек, который на нем они сшипал одного за одним, и он сработал сразу, этот цвет именно. Выброс сделала очень далеко и проводку делала вдоль травы. Вот благодаря тому, что спиннинг 244 сантиметра, я хоть могу не вываливаться с береговой линии, а спокойно делать проводку. Ну вот я и смогла, ребят, выйти из воды. Теперь у меня вот такой бережок, вполне себе, с которого можно побросать обрывчик. Сразу эти вши лосиные поналетали. Значит, где-то рядом ходит, понимаете. Интересное место. Спиннер ставлю вот такого цвета. Вода прозрачная. Может быть, нужно что-то не такое яркое, как я выбираю. И делаю проводочку вдоль дерева. Есть, ребятки, есть, есть. О, как красиво было мне. Ох, какой красивый. Смотрите, прогонистый окунек. Такой красавчик. Ой, красиво взял, ребятки. Красиво. Самое интересное, как только отключила GoPro, сразу практически произошла поклевка из-под моего вот этого вот берега. Окунь сидел в траве, красавец, нетелик, вот такого цвета. Я же говорила, что не хочет, наверное, яркий. Так что отпускаем его и шуруем дальше. Снимаю его и отпускаю. Поехал. Погнал, друг. Погнал. Нормально. Есть, ребят, есть, ребятки. Ого, какая красота. Посмотрите, как хорошо отрабатывает спиннинг, а. И, между прочим, это ж экстра фаст, ребята. А вообще малютку такого, как показывает отмена. Это пипец, это пипец.
Ну-ка, плыви, дружище. Ты плыви. Давай, зови бабушку, дедушку, маму, папу хотя бы. Ну-ка, еще разочек. Оп. Я, походу, сейчас посмотрим, может, будет еще поклевка. Либо это место окуневое, либо приманка нашлась рабочая, цвет. Понимаете? Кстати, по моему мнению, в любом нормальном спиннинге должна быть эта цеплялка под крючки. Потому что без нее... Ого! Спугала меня, бляха-муха. Напугал меня. Без нее, без этой цеплялочки, ребят, никак не обойдешься. Ну, посмотрите просто, где я хожу. Вы понимаете, что если я буду ходить без этой цеплялки, я просто поотрываю себе все снасти. Старый-старый дуб, которого съел короед. Кстати, здесь очень много короеда и именно поедены дубки. Не знаю почему. Все, я двигаюсь дальше. Чтобы чуть-чуть еще. Главное вниз, блин, под воду не уйти, понимаете? Вот так. О, класс, открылась трава, как мне. Мне вот здесь вот прям такая линия открылась хорошая. Опа. Опа. Давай. Окунечек, дружочек. Есть, ребят. Есть. Опять, блин, поклевку не сняла. Окунь. Да маленький какой, ё-моё. Он зацепился за травку. Оп. Вот такой красавчик взял. Вот здесь вот за травой стоит, понимаете. Хоть небольшая активность у них, хоть какая-то пошла. О, был удар. Есть, ребята, есть. Или нет? Да, есть, ребят, есть. Сошла рыба. Блин, ё-моё. Наверное, это был не... у меня, видели, крючок запутался, из-за этого не засеклась она. Вот я выбираю вот такую вот позицию, чтобы можно было забросить ближе к траве. И все, и погнал. Блин, ну вот только-только отключила. О, и сразу окунь. Ох, хорошенький. Хе-хе-хе. На телек. Только-только отключила. Оп. И вот такой вот очередной окуняшка. Опа. И я его, конечно, ребят, отпускаю. Покидос. Стоял вот здесь вот в траве. Кто бы мог подумать. Подводишь, чем ближе к берегу подводишь, к таким укромным местам, чем больше вероятность получается поклевки. О, ребят, есть еще один. Оттуда же. Ну, не крупный, но все равно. Прикиньте. О. Такого можно на живца ставить, блин, на нормального окуня. Сейчас попробую оттуда еще, может, кто там есть. Возвращаюсь обратно в лагерь по тихой грусти. Честно говоря, блин, лосина этот воша прилетела. Вот она. Та-та-та-ра-ра-ра-рам, та-та-та-та-ра-ра-рам, та-та-та-та-ра-ра-ра. Вы понимаете, что здесь ходит охотник, да, какой-то, бляха, и дудит удку. И я боюсь, чтобы он меня не подстрелил, понимаете? Мне-то пофигу. Я сейчас быстренько тут спрыгну потом в это, как это называется. Я боюсь, как меня просто не подстрелили, не перепутали с лосем, потому что слышно, что дудит и имитирует звуки лося. А я-то, бляха, не лось. Кстати, как...
Есть, ребят. Есть, ребят. Есть. Есть. Есть, ребятки. Ох, 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 ох. Что-то получше. Есть. Ох, какой хороший с глубины. А, когда нашла, называй, как это называется? Тейлспиннер нужного цвета, ребята. Тейлспиннер нужного цвета. И вот, пожалуйста, смотрите, какой красавчик. Вот такой красавец. Ребят, это супер окунь. Это супер окунь. Будем его отпускать. Опа. О. Давай, друже. Иди. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Ох, красавец. Пошел на глубину. Есть, ребятки, выскочила мелочь. И еще щучка. Вот такая маленькая на тейлспиннер. Вот такая маленькая на тейлспиннер. Вообще просто, кажется, как будто бы просто огромная какая-то рыба клюет. Вот. Повезло, что это небольшая щучка, и я аккуратненько ее иду отпускать. Вот сюда, ребят. Давай, малышка, плыви. Пошла. Ну и вот так, ребят, я возвращаюсь в лагерь. Представляете? Прекрасно. Оп. Пару раз еще заброшу, и можно будет погреться, покушать и половить на фидерок. Сразу видно, кто в детстве лазил по деревьям. Потом, наверное, не сломалась. Я не попала. Тут далеко не уплывешь, наверное. Можно слезать. Здесь просто жара. Сам ходишь по воде в вейдерсах, вообще холод собачий. Прикольно, конечно. Снова плотвичка, ребят. Но это маленькая. Долго наклевывался на самом деле. Стоит одна кукуруза. И у меня клюнула. Ой, какая хорошая плотвичка, смотрите, огонь. Плотва огонек. Класс. О, класс. Огонечная плотвичка. Наживляю просто кукурузку вот такую. Хоп. Подготовила уже новый поводочек, ну всякий пожарный. Давайте затипуюсь шоколадом. До этого затипована была анисом. Сейчас в прикормку добавляю не только кукурузу, но и начала мотыля. Почему начала мотыля? Потому что он у меня есть вот так. Комарье уже появляется, ребят. Рыбка продолжает поклевывать.
Ой, такая упитанная. Уже там, небось, наелась моего корма. Смотрите, сколько с одной курицы это осталось. Конечно, мы не смогли съесть столько. Это ж пипец. Оп. Плюнула в меня. А это уже, ребят, не плотва. Это уже голавль. Причем голавль, которого кто-то пытался есть. И это голавль. Это очень интересно, что будет дальше. Прям весьма интересненько. Солнце опускается за горизонт, и сразу стало прохладно. Вот я только успела зайти помыться, чтобы при солнышке просохнуть. Все, и 2 секунды, и все. И стало холодно. Красивые поклевки все на кукурузу. Я уже ставлю по целых 2 кукурузины, ребят. И рыба очень активно берет. Рыба там стоит на моей точке. О, уже приехала густера. Добро пожаловать, моя хорошая. Иди туда обратно. Зови бабушку, дедушку, маму, папу, там кого угодно. Одна за одной рыба сейчас клюет. Я даже просто не успеваю отойти для того, чтобы там что-то скушать или что-то поделать. Почему? Потому что сразу обдирает кукурузу. Плотва, густера. У меня вопрос. Где крупняк? Может, ночью приплывет? А, еще одна густера. Видите, теперь густера. Ушла плотва с закатом, и на точку стала густера. Вся рыбка сама засекается. Еще одна плотвичка. Хоп. О, мы увеличиваемся, размер густеры стал больше. Вот такая красота. У меня прям адреналин, ребят. Интересно, кто там. Хорошая очень рыба, ребята. Очень хорошая рыба. Карп? В смысле? Карп? Карп? Кто бы мог подумать, что на простой реке, на реке Щара, можно взять и поймать карпа. О, хорошо, что поменяла крючок, поставила большего размера и клюнул, кстати, на 3 кукурузки. Был расслаблен почти фиксовника. Есть рыба, есть. Наверное, показалось, что очень большая, но рыба хорошая какая-то. Наверное, показалось прям, что может там что-нибудь на ней сидело. О, нифига, еще один. Еще один.
Ёпсель-матрёс. Да, это снова карп. Ёп-переный мать-трёпельный. Что это такое, ребята? Почему на простой реке? И это уже другое, ребят. Смотрите, это зеркалочка. Это уже зеркалочка. О! Есть! Представляете? Густера. Ребята, рыбка клюнула. Смотрите, какая хорошая густера. Огромная густера, ребята. Густера-монстр клюнула. На 3 кукурузы. На 3 кукурузы. Я уже думала, это и карп. Сейчас. Вот такая красота. На 3 кукурузы. Ребята, у меня снова огромная густера. Огромнейшая густера на 3 кукурузы посреди ночи, когда тут вокруг кричат лоси, когда огромный туман, на улице уже холодно. Мы в палатке давно спим. Она все-таки клюнула. Опа! Огромная вот такая густера. Рыжая. Засеклась прям за губу. О, такая красота, которую я отпускаю. Лови, мать. Оживай. Ну опять 2 секунды и все. Ты с ума сошла? Давай. О, на улице, конечно, дубак. Еще тот. На 3 кукурузы. Идет. Ой, какая хорошая плотвичка. О, рыба здесь, ребят. Я даже не ожидала. Я даже не ожидала, что... У-ху! Такая вот рыбалка, жрачка, спиннинг, фидер получились. Если вам нравятся такие видео, если вы тоже обожаете отдых на природе, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, конечно, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!